Всем привет, друзья! Вы в настоящем моменте, меня зовут Виталий. Сегодня пятница, 16 июня 2023 года. Я нахожусь в Ирпене. Выехал сейчас с Ирпенской набережной, как видите, еду вдоль набережной. Решил сегодня прокатиться на машине по Ирпеню вместе с вами, потому что, во-первых, давно не было таких видео из машины, и во-вторых, давно вообще не было видео из Ирпеня. А сейчас лето, уже разгар лета, и Ирпень очень красивый, много зеленых деревьев, много тени в парках. Ну и вообще, посмотрим на обстановку, чем занимаются люди, что происходит. И буду ехать в основном так, чтобы солнце не попадало мне в объектив, но двигаясь в том направлении, куда мне нужно. Друзья, сейчас утро, 9 часов утра, я еду по своим делам. И заодно решил, что вы тоже захотели бы посмотреть на Ирпень сейчас. Вот на пойме реки у нас тут построен новый жилой комплекс, который называется Синергия Сити. И давайте мы на секундочку свернем в этот жилой комплекс, посмотрим на него, как там сейчас. Дело в том, что строительство возобновилось пару месяцев назад, и вот сейчас можно видеть, что ближайшие дома к дороге, они вообще возводятся с нуля практически. А те, которые подальше, их завершают. Здесь уже образовалась такая достаточно обширная зона, куда можно заехать. Несколько домов жилых уже. Дворы у них ухоженные, оснащенные. Полностью вот уже даже кресла-качалки вот эти вот есть, красивые настилы деревянные. Есть магазинчики, клумбы, деревья цветут. Но здесь пока тупиковый проезд, то есть я не смогу здесь далеко, насквозь проехать и куда-то выехать в другое место. Мне нужно будет развернуться, поэтому я вот быстренько вам покажу эти дворы. Смотрите, вон там уже, где машина впереди, там уже тупик, поэтому я разворачиваюсь сразу здесь, выезжаю и поедем с вами дальше. То есть в Ирпене идет строительство, это я хотел показать. И, кстати, что интересно, вот месяц назад был разлив Днепра, то есть высокая вода в Днепре стояла, в Ирпене тоже поднимался уровень воды. И я наблюдал за этим ЖК, потому что часто проезжал на электричке, здесь железная дорога рядом, и видно пойму реки, а этот ЖК построили на пойме. И я вам скажу, его не затопило. Вот что интересно, потому что все ждали, все думали, как только вода поднимется достаточно высоко, выше, чем в обычные года, то все ЖК на пойме потонут. Нет, этого не произошло. Видимо, система водоотвода работает нормально. Так, возвращаюсь я на улицу Подгорную и жму в сторону центра. Давайте проедем по улице Центральной, мимо Новуса, мимо вокзала, мимо нашей площади центральной. Посмотрим потом. Поедем еще на улицу Университетскую. Здесь я могу даже немножко разогнаться, добавить скорости. Сейчас 9 утра, видимо, люди, которые спешат на работу, уже уехали. Все, и машин не так-то и много, пятница. Это очень хорошо. Иногда в Ирпене случаются такие времена, когда здесь просто не проехать. Сегодня, кстати, в Киев приехали какие-то африканские вожди. В смысле, лидеры африканских стран. Вождями, наверное, их называть неприлично. Но, возможно, из-за этого у нас не было ночных тревог и обстрелов сегодня. Мы, по крайней мере, я выспался, спокойно спал, ничего меня не будило. А так у нас сейчас довольно часто тревоги. Вчера было несколько тревог, хотя и не было обстрелов, но тревоги были, потому что взлетали самолеты с российских аэродромов. Здесь надо сделать паузу и сказать о том, что буквально через час после того, как я закончил снимать это видео, все-таки начался ракетный обстрел, и по Киеву было выпущено 6 аэробаллистических ракет «Кинжал», 6 крылатых ракет «Калибр» и 2 разведывательных БПЛА. В результате эти ракеты были сбиты, но есть повреждения от упавших осколков. В Подольском районе Киева поврежден частный дом
И на дороге повреждена машина, и там пострадали даже люди в машине. 2 человека получили ранения. И это в то самое время, когда в Киев прибыли лидеры африканских стран и прогуливались по городу, собираясь поговорить с нашим правительством о том, чтобы, возможно, было какое-то смягчение санкций против России и, возможно, снятие ареста с Путина. И тут прилетает такой привет от Путина. И завтра же эти лидеры африканских стран собираются поехать в Санкт-Петербург на встречу с российским правительством. Очень странная ситуация. Ну и вообще сейчас началась горячая стадия противостояния. Сейчас уже началось украинское контрнаступление. Хотя сейчас идет еще ранняя стадия, так сказать. Ну, некоторые эксперты говорят, что сейчас вторая стадия украинского контрнаступления. Первая заключалась в том, что в тылах выносили склады с ГСМ, с боеприпасами, ну, куда могли попасть по военным объектам тыловым российским. А сейчас уже пошли в 5 направлениях наступать вот чисто военным образом, там войска, пехота, все остальное. И это очень сложный этап, но направление основного наступления так до сих пор и непонятно. И это будет сюрпризом, и вот тогда начнется горячая стадия нашего украинского контрнаступления. И вот тогда мы все это увидим и услышим. Потому что сейчас еще есть такая как бы информационная тишина. С украинской стороны правительство пытается не говорить слишком много о том, что происходит. Возможно, в этом есть какой-то смысл. Хотя многие люди впадают в панику и поддаются слухам о том, что якобы украинское контрнаступление захлебнулось. Но это совершенно не так, потому что резервы все еще стоят и ждут указания, куда им, ну, как бы в каком месте будет основной прорыв. Поэтому все еще мы увидим. Но я к чему это говорю? О том, что ситуация сейчас настолько напряженная, что я бы не советовал, например, женщинам с детьми, которые все это время пребывали за рубежом, за границей, сейчас возвращаться в Украину. Хотя наши родственники вот так и сделали. В Польше у них просто закончилась уже возможность там жить, нужно было искать другое жилье, и они решили вернуться, поскольку был какой-то период относительного спокойствия вот, до начала мая. Вот они вернулись и приехали как раз под вот эти все интенсивные бомбежки. Хоть эти бомбежки не такие массовые, то есть ракет выпускают не так много, как, скажем, в 22 году в октябре по 100 штук выпускали там или в начале войны. Сейчас могут выпустить 6-7 ракет и еще там какое-то количество шахедов. Но все равно это очень часто. И это все равно каждый день в Украине погибают какие-нибудь мирные люди в каком-либо из городов. Вот последние 2 случая — это Кривой Рог и Одесса. Туда россияне разрушительные свои ракеты запустили. И там ПВО не все сбило, поэтому опять же такие последствия. Поэтому вот еще раз повторяюсь, я бы не советовал сейчас женщинам с детьми ехать сюда, возвращаться. Пускай эта горячая стадия пройдет. Некоторые эксперты считают, что месяц до 16 июля, когда назначен там какая-то дата политическая, сейчас я вылетела из головы, какой саммит, где будет решаться вопрос о вступлении Украины в НАТО, всякое такое, к этому числу каким-то образом, возможно, все уже будет яснее. Но мы все время ждем каких-то дат, ждем каких-то поворотов судьбы, и это не всегда оправдывается, потому что никто не знает вообще на самом деле, как могут пойти дела в Украине, ну, с наступлением, какие, ну, боевые действия, война — это непредсказуемо. Так, друзья, еду по Ирпеню, не комментирую где, сейчас выехал на улицу, на нашу центральную улицу, которая называется Соборная. И хочу, наверное, свернуть с нее, или нет, давайте проедем чуть дальше. По этой улице сверну на Тургеневской, не на Садовой. На Садовой обычно очень много машин напарковано возле поликлиники, поэтому я бы не стал здесь сейчас толкаться. Вообще, просто выбираю такой ракурс, который бы вам было приятно посмотреть. Хотя, вы знаете,
Наверное, стоило поехать немножко другой дорогой. Все, ладно, сейчас я попетляю здесь немного. Я думаю, если вы просто зашли на это видео посмотреть на Ирпень, то вам будет любой ракурс интересно посмотреть. Поэтому я вот развернусь сейчас там, дальше, прямо на БКЗ, сверну на улицу Счастливую, проеду мимо парка Дубки. А сейчас я, кстати, проехал парк Правика. Вот, насчет строительства еще здесь есть ЖК Art Residence, который у меня сейчас справа. Его тоже стали достраивать. А вот ЖК Центральный Премиум тоже справа начался здесь. Его вообще хорошо уже так взялись и начинают завершать, на завершающую стадию строительства выводить. Зеленый город. Проезжаем в следующий парк. Этот парк называется Дубки. Сейчас я еду в сторону Бучи, но я за парком поверну на Счастливую. Посмотрите, вчера я тоже тут проезжал. Сегодня просто утро, и здесь не так-то много людей. А вчера вечером здесь очень много людей жарили шашлыки, потому что здесь прямо в парке установлены мангалы, столики стоят, очень удобно. Приходишь со своими дровами или углем, с мясом, разжигаешь огонь, жаришь, тут же за столиком можно сесть, посидеть. Хороший парк, мне нравится здесь бывать. Вот, улица Счастливая. И мы по ней проедем до улицы Университетской. Друзья, в общем, у меня есть надежда на то, что с этой войной, после активной фазы контрнаступления украинского, что-то уже окончательно прояснится. Конечно же, скорее всего, что не получится так, что вот бац, и за месяц наши войска выбили со всей территории Украины все российские войска, освободили вместе с Крымом. Этого не будет, а будет какое-то продвижение, будет, возможно, много освобожденных территорий, но после этого по-любому начнутся какие-то переговоры, новая стадия отношений, так сказать, с Россией. Так, друзья, я уже приближаюсь к точке своей конечной, куда я с утра собирался ехать, поэтому буду с вами здесь прощаться. Надеюсь, и такой формат видео вам тоже заходит. Тоже интересно проехаться и прокатиться вместе со мной. Поэтому желаю всем мира. Желаю, чтобы наше контрнаступление принесло, наконец, долгожданный мир и освобождение Украины, нашу победу. Желаю всем счастья. И чтобы мы уже зажили настоящей полноценной жизнью. Всем пока, подписывайтесь на канал. Будут выходить еще следующие видео другого формата. Возможно, я на какое-то время уеду из Ирпеня и буду снимать видео там. Тоже будет интересно. До свидания, друзья.